все время хочется усложнять. Это все, это что? Автопортрет меня больше всего зацепил, потому что и так можно, и так. Можно заглянуть в саму глубь себя. Что дала тебе возможность фотографии увидеть в самом себе? Мне вообще кажется, это такое некое состояние транса. Ну, ты попробуй, может быть, концентрическими кругами. Дима, привет. Здравствуй, Андрей. Ну, расскажи, пожалуйста, кто кого нашел? Фотография тебя или ты фотографию? Я думаю, что, наверное, я все-таки нашел фотографию, потому что она не стучалась в дверь и не сказала «Привет, ты должен мной заняться». Все началось, наверное, с тех времен, когда мне было лет 7-9, я точно не помню, когда в семье появился пленочный кодек, мыльница. Я фотографировал просто вот домашних своих собаку, улицу. Прошел еще период, я стал больше интересоваться фотографией как жанром, наверное. Мне было очень интересно, как все вообще делается, что происходит, вообще как это существует. И вот оно каким-то вот комом нарастало. И параллельно с этим мне еще нравилось рисовать со школы. И я даже делал коллажики из журналов, то есть вырезал фотографии, делал какие-то коллажи такие в виде афиши. И думаю, что вот это все, оно как бы скапливалось. Вот, постепенно я начал фотографировать просто природу, потом перешел на улицу, мне была интересна архитектура, что-то вот. Потом я перешел к съемке улицы, людей, возможно, в этих локациях, пейзажи чуть-чуть. И в какой-то момент я понял, что мне нужно двигаться дальше, и пошел учиться. До этого как бы уже появился Инстаграм. А в каком возрасте уже начал учиться? Это был 2018. Сначала пошел на основу фотографии. После этого я иду учиться на портретный курс, потому что мне было интересно портретная фотография, фэшн-фотография даже мне нравилась. Именно вот образы, которые были представлены на фотографиях, они меня прям вот заманивали. Мне хотелось где-то делать что-то похожее. Вот. Но опыта у меня было в этом мало, и знаний тоже. И после... А это были фотографические портреты? То есть это уже не была техника коллажа, которую ты раньше упоминал? Я вообще этой техникой никогда не занимался, которой занимаюсь сейчас. То есть это были просто фотографии, сняты один раз, там цветокоррекция, может быть, там немного фотошопа. И у нас было задание снять себя, то есть сделать автопортрет. И помню, когда я его сделал, показываю, как бы так наивно, смешно. Вот, если сравнивать с тем, то, что было потом. Почему-то вот как-то так все сложилось, что именно автопортрет меня больше всего зацепил, потому что можно заглянуть в саму глубь себя и вот это все вытащить в виде фотографии. Мне кажется, это вот какой-то такой прям скачок был роста. Серия «Черно-белые оттенки подавленности», которая была на конкурсе молодых фотографов в прошлом году представлена, и которая получила гран-при Лейки. Вот. Она вообще была снята буквально за неделю и просто была сделана как домашнее задание, то есть как дипломное задание. И я вообще не ожидал, что так будет. А вот, Дим, меня очень заинтересовал следующий момент. Ты сказал, что когда ты начал делать автопортреты, ты понял, что с помощью автопортрета тебе удается заглянуть вовнутрь и что-то в себе увидеть, раскопать. Я, честно говоря, подозревал, что это скорее удается, если ты будешь задавать себе какие-то вопросы, то есть скорее вербальным способом, а не визуальным. И вот мне интересно, если ты сопоставишь эти два способа, вот что дала тебе возможность фотографии увидеть в самом себе? Ты как-то можешь это формализовать или вербализовать, уточнить? После того, как я снял последний проект No One, я понял, что я использую образы, которые приходят в голову, и мне хочется их вытаскивать наружу. Образы приходят, когда я начинаю о чем-то думать, мне приходит идея, и даже вот вообще в повседневной жизни я могу увидеть какой-то предмет и думать, как я могу его использовать в фотографии. Как я могу с помощью него что-то вытащить из себя, свое отношение к действительности и свои переживания. Ну, смотри, вопрос на самом деле сводится к тому, что мне кажется, что узнать что-то новое про себя можно, если ты задаешь себе вопросы, и это вербальный путь. То есть ты с помощью вопросов пытаешься из самого себя вытащить отношение к каким-то вещам, проблемам, сути предметов и явлений и прочее, прочее. А ты сказал, что у тебя есть некий визуальный путь к самому себе. Мне вот интересно, почему ты думаешь, что
ты узнал о себе что-то новое, когда ты начал делать свои автопортреты? И если ты понимаешь почему, то что именно это было? Первое, что я перестал стесняться себя, наверное, и появилась какая-то уверенность в себе, возможность рассказывать о себе и не бояться вообще рассказывать о себе. Потому что всю жизнь я всегда боялся говорить о себе, заявлять или рассказывать о своих переживаниях. Сейчас ты рассказываешь как раз очень увлеченно, поэтому, наверное, действительно что-то произошло. Мне трудно тебя представить каким-то другим, но сейчас, да, сейчас ты как раз рассказываешь очень увлеченно и очень динамично. А скажи, и дальше, как вот ты работал, то есть как вообще ты пришел к технике, в которой ты работаешь сейчас? И мне было бы интересно понять, что именно подтолкнуло тебя к этой технике. Вот ты упоминал, что раньше, фактически в детстве, в юношестве, ты работал с техникой коллажирования, но я правильно понял, ты использовал что-то, что было в журналах, да? То есть ты не использовал свои фотографии того времени. Когда вот я работал на ЧБ-серии, я, когда напечатал фотографии, мне вообще кажется, это такое некое состояние транса, когда ты просто берешь и что-то делаешь, и оно как бы исходит изнутри. Даже, возможно, похоже на некие состояния потока, всем известное. Я вот просто беру фотографии, думаю, что я хочу с ней сделать, чтобы правильно это показать, и просто начинаю это делать. Я думаю, что просто это какое-то интуитивное видение, возможно, насмотренность, композиция и визуальный язык, все вместе как-то сочетается. Как бы я пытался анализировать, почему так происходит, но вот не знаю. Я вот могу просто, к примеру, взять фотографию и начать, к примеру, что-то с ней делать, добавлять какие-то элементы. Если, к примеру, говорить про технику ассамбляжа, то я могу просто взять предметы и из них начать что-то собирать. Вот это как-то так происходит. Скорее методом подбора, пока просто вот не щелкнет, опачки, готово. Вот это оно, и все. А вот как ты понимаешь проект? Для меня проект – это может быть история, может быть событие, то есть что-то значимое, где есть фото, видео, текст. Если мы затронули тему текста, то какую роль он для тебя играет? Скорее второстепенную. Да? Да. Чтобы не Мне дать хочется слишком много. переборщить, и чтобы он перетягивал на себя как-то. Да, это заметно, это очень хорошо заметно. Текст всегда появляется в конце. Нахожу время, думаю, записываю тезисы, делаю из них более длинные предложения, соединяю, перечитываю и даю проверить своей жене. Именно такое конечное-лаконичное появляется после ее модерации. Угу. За что ей спасибо. Ну, это прекрасный путь. Вообще у нас отличный тандем, что она мне помогает и с ассистированием, и с текстом, и с наставлением. А расскажи немножко насчет ассистирования. В зависимости от того, какой кадр, к примеру, если это были кадры из серии ЧБ белых оттенков подавленности, то, к примеру, когда нужно было снять себя под водой в ванной, ей приходилось держать камеру на штативе надо мной, то есть как бы был автоспуск, не автоспуск, а серийная съемка, и просто приходилось держать сам фотоаппарат надо мной. Да. Вот это как бы форма ассистирования. Или, к примеру, в проекте, который сейчас висит в галерее Лейки в ГУМе, там есть кадр с руками. То есть она вот, как бы, собственно, присутствует как бы за спиной в кадре. Вот. То есть как бы разные темы ассистирования. Скажи, а как твоя супруга относится вообще к фотографии, насколько она глубоко в этой теме, насколько она с тобой разделяет любовь к фотографии и вообще к визуальным искусствам? Она мне постоянно говорит, что я делаю все правильно, как бы, чтобы этим, не прекращать этим заниматься. Даже мне кажется, что на первых порах она даже меня подталкивала к тому, чтобы заняться фотографией, потому что, не знаю, назвать это видела потенциал, наверное, слишком громко говорить об этом. Приложила к этому руку, чтобы именно наставить, как бы поддерживать. Так всегда поддерживает. Отлично. Тогда, может быть, ты можешь рассказать про то, над чем ты сейчас работаешь, про то, чем ты занимался в течение, наверное, последнего года,
потому что ты выиграл конкурс, да, молодых фотографов России, и у тебя была возможность работать с различным оборудованием компании Leica, которое ты мог использовать в своих проектах. Расскажи, чем ты занимался, чуть-чуть подробнее, и, может быть, что для тебя значит техника вообще как таковая, ну и что удалось сделать, самое главное. У меня была идея сделать 2 проекта, точнее идея. Один про токсичность, другой про страх старости. Вот страх старости мне хотелось сделать как продолжение черно-белой серии первой. Вот, я начал снимать, у меня есть сырой материал, но потом у меня был некий такой творческий кризис оценочный по поводу того, что вообще я делаю и зачем я это делаю. Вот, как бывают периодами в жизни. Вот, и я как раз-таки взял SL2 и снимал на него. После был некий перерыв, и я как бы не захотел с этим проектом заниматься. И я пошел учиться в фотографику онлайн и выбрал проект, тему для проекта про аутсайдерство сначала. Потом я попытался додумать, как бы я приходил в тупик с этим проектом, потому что не понимал, о чем он должен быть. И в какой-то момент он переродился все-таки в проект No One, который сейчас в галерее висит. И его я снимал на M10P и на CL. И вообще был мне очень удобно, то, что он компактный. Как бы SL2 очень такая громоздкая, и скорее мне непривычно было с таким работать. И вообще это были первые полнокадровые камеры, которые я вообще снимал. То есть ранее я не снимал на полный кадр, и дома у меня просто Nikon D7000, на который я всегда снимал. И вот текущий проект, который No One, я снимал на CL и M10P. И вот M10P мне больше всего импонирует, потому что такой более компактный, полный кадр. То есть я могу, как бы из-за того, что делаю двойное фотографирование, мне важно, чтобы все-таки еще сохранялось пространство для кадрирования, и кадры были не очень маленького разрешения. Расскажи про токсичность. Проект «Токсичность» первоначально я хотел снимать не себя, а людей. Показать через людей и манипуляцию над фотографией именно вот какое-то вредоносное влияние других людей по отношению к героям, к примеру, кадров. То есть сначала мне хотелось, чтобы это просто был визуальный язык, то есть показать, как может выглядеть токсичность. Потом подумал, что, возможно, можно будет общаться с героями, с тех, кого я буду фотографировать, именно кто в их жизни есть токсичный, как это происходит, что человек чувствует, и, возможно, вот показать это с помощью фотографии. Главная тема, над которой ты работаешь, ты считаешь, что какая это тема, и то, что ты сейчас делаешь, когда мы сможем увидеть в какой-то законченной форме? То, что я делаю, это, скорее всего, я изучаю самого себя, наверное, свои способности, развитие фотографии. Но самое главное – это фотография как эксперимент. Что можно сделать с фотографией, какие могут получиться результаты, до чего можно довести именно физическую фотографию, и как я могу с этим взаимодействовать, как я могу быть представлен посредством манипуляции над нею. И как бы не приравнивать к какой-то конкретной тематике, а скорее к бессознательному и абстракции. То есть как бы просто образы. Вот образы и эксперимент – это то, что больше всего меня интересует сейчас. А в конечном итоге мне хочется закончить проекты, которые сейчас делаю, насобирать нужное количество материала, чтобы выпустить, возможно, зин, либо книгу. Это будет как бы первый шаг в том, чтобы вообще напечататься. Ну, я уверен, что это, конечно, тебе многое даст, если ты будешь работать над книгой.
А скажи, ты никогда не рассматривал онлайн как какое-то выставочное пространство? Ты не думал о том, что, допустим, некоторые твои темы, они могут стать вполне читаемыми, как лонгриды в виде сайтов, которые могли бы увидеть на самом деле люди из абсолютно разных географических точек. Ты мог бы сделать перевод своего текста на разные языки. Ведь сегодня на самом деле такие возможности есть, а темы, которые ты затрагиваешь, они интересны достаточно широкому кругу людей. Ты не рассматривал онлайн как какую-то тоже возможность выставочного пространства, тем более, которое было бы постоянно действующим? Рассматривал только в плане, если сделать сайт, но не рассматривал именно про лонгрид, и чтобы об этом почитать, потому что как-то просто об этом не думал. Наверное, как бы это можно проработать, можно написать больше текста, поднять тему, может быть, даже какое-то исследование сделать. Но как бы в планах было сделать сайт, но мне кажется, еще пока недостаточно материала. Может быть, и достаточно. А есть ли еще что-то, что ты сам хотел бы рассказать людям, которые нас смотрят? А я не спросил. В общем, могу рассказать про кадр, который меня вообще поразил. Когда я купил свой первый номер журнала «Фото и видео», на обложке был кадр Джакомо Брунелли, а на обложке была собака, снята, такая в стиле, наверное, провок, не совсем провок, просто ЧБ, именно такой со смазом. И когда я посмотрел, почитал статью про этот проект, я просто, вот именно это то, что меня очень сильно зацепило, и после чего начал делать ЧБ-снимки. Как бы тогда на мыльницу, но все равно вот именно то, что вот меня очень поразило, что можно делать вот так вот, и после этого ты начинаешь смотреть других фотографов, ты все больше, больше, больше смотришь и понимаешь, что вообще нету границ. В твоем случае важна, собственно, не фотография, потому что для тебя фотографический способ сохранить изображение – это техника, а фотография на самом деле – это инструмент. И вот мне кажется, по твоим работам это очень хорошо видно, это чувствуется. И самое главное, что это не вызывает ни возмущения, ни раздражения. Это инструментальная роль фотографии, а это, наоборот, вызывает такое очень здоровое чувство удовлетворения, потому что не фотография ради фотографии, а просто вот у тебя есть какой-то инструмент. Ты мне скажи, вот ты допускаешь, что завтра это будет процесс, который с фотографией никак не связан? Все может быть. В смысле, что я как бы об этом не думаю. То есть, если придет это в голову, возможно, так и можно сделать. Но пока что меня удовлетворяет фотография и возможности рассказывать с помощью нее. Вот. Но я также люблю классическую фотографию, я люблю рассматривать, вообще изучать визуальную часть фотографии. Не то, как она сделана, скорее тот образ, который композиция представлена. Мне не очень интересны технические всякие моменты, отношения именно как снято или прочее. Мне просто вот конечный результат, картинка, визуальность. Мне нравится, когда глаз может просто вот путешествовать от одной картинки к другой, рассматривать. Вот. Но я не думаю, что я буду использовать какой-то другой инструмент, кроме фото, потому что видео это более затратно, как-то сложно, а рисование это тоже сложнее. Мне пока что комфортно там, где я есть. Вот. Но мне хочется все-таки пойти куда-то, не в сторону перформанса, а вот не типичной фотографии. Вот, возможно, к чему-то новому, не знаю. Я стараюсь об этом не думать.